Друзья, если у вас нет возможности читать роман Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», смотрите это видео. Это история о поисках сокровищ, о пиратах. В общем, приключения. Написал роман Стивенсон в конце 19 века. События происходят в середине 17 века. Рассказ ведется от лица главного героя, парня Джима Хокинса. Итак, Сквайр Трелани, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об острове сокровищ. Я мысленно вернулся в те времена, когда у моего отца был трактир «Адмирал Бенбоу». Однажды в нем поселился старый моряк со шрамом на щеке. У него еще с собой был большой морской сундук. Моряк был рад, что в нашем трактире редко останавливались посетители. Он сказал, чтобы мы называли его капитаном. Капитан так капитан, мне пофиг. Капитан был молчаливым. Целыми днями он бродил по берегу бухты с подзорной трубой. Вечерами сидел в комнате у огня и пил ром. После прогулок всегда спрашивал, проходили ли здесь какие-нибудь моряки. Было видно, что он их опасался. Более того, капитан обещал платить мне каждый месяц, если я буду высматривать одноногого моряка и докладывать ему, если увижу. Мне этот одноногий даже снился. Иногда капитан напивался и приглашал выпить с ним всех посетителей трактира. Он рассказывал им свои истории и ужасно пел песни. Истории были страшными, пиратскими. Проходило время. Капитан жил, ел в нашем трактире, но деньги перестал платить. А отцу не хватало смелости сказать об этом капитану. Отец боялся его. Он очень переживал из-за этого. Вскоре он умер. Когда отец был еще жив, к нам приходил доктор Ливси, чтобы осмотреть его. И вот тогда я увидел первого человека, который посмел возразить капитану. Доктор ему сказал, что тот скоро сдохнет, если не перестанет бухать. Пьяный капитан начал быковать, но доктор его быстро поставил на место. Оказалось, что доктор был еще и местным судьей, с которым никто не хотел спорить. Была зима, морозная. Я понимал, что отец до весны не дотянет. Всем хозяйством занимались я и мать. Как-то ранним январским утром капитан снова пошел к морю. А в это время к нам пришел незнакомец. На его левой руке не было двух пальцев. Он спросил, живет ли у нас штурман Билли. «Нет», — ответил я, — «живет какой-то капитан». «Сабельный шрам на правой щеке есть?» «Есть». «Значит, это он. Где он сейчас?» «К морю пошел. Скоро придет к завтраку». Незнакомец подождал капитана, а когда тот вернулся, радостно крикнул: «Билли, какая встреча!» Капитан посинел, как будто привидение увидел. «Черный пес нашел меня. Чего тебе?» Они сели за стол, пили ром, говорили. Затем начали кричать, ругаться, драться, выхватили кортики, порезали друг друга. В общем, черный пес сбежал. А мне капитан сказал, что пришло время сваливать ему отсюда. А затем свалился на пол. Мы с матерью не знали, что делать, думали, он ранен. Благо пришел доктор Ливси, чтобы навестить отца. Он сразу определил, что капитан не ранен. Помог ему прийти в себя. «Я вас предупреждаю», — сказал ему доктор. «Прекратите пить, иначе умрете. Для вас слово «ром» и слово «смерть» отныне одно и то же. Второго удара вы не выдержите». В полдень я заглянул к капитану. Он был очень слаб. «Джим, принеси мне ром». Я сомневался. «Неси». Я принес, и капитан выпил его до дна. Он говорил, что ему нужно покинуть это место. «Им нужен мой сундук», — сказал капитан. «Я был штурманом у старого Флинта,
и я один знаю, где находится то самое место. Это он мне рассказал, когда умирал. Этим вечером умер мой отец. Мы с мамой занимались похоронами. На следующий день капитан снова пил. Он был очень слаб. Уже после похорон к нашему трактиру подошел слепой незнакомец. Он спросил меня, где находится, и попросил провести его внутрь. Когда я подал ему руку, он резко схватил ее. «А теперь веди меня к капитану», — сказал он, — «или я сломаю тебе руку». Я провел его к капитану. Слепой велел ему протянуть правую руку, в которую он что-то вложил. «Ну все, дело сделано», — сказал слепой и удалился. Капитан посмотрел на ладонь. Там была черная метка. Это что-то типа повестки. «В 10 часов», — прочитал капитан. «Значит, Джим, еще есть 6 часов», — сказал он, а затем замертво упал. Странно, но мне было его жалко. Я даже заплакал. Я не мог сесть на коня и скакать за доктором Ливси, потому что нельзя было мать оставлять саму, когда где-то рядом пираты. Нам было очень страшно. Мы с мамой пошли за помощью в ближайшую деревню. Уже начинало темнеть. Но никто не захотел пойти с нами, чтобы помочь. Люди боялись пиратов. Они отговаривали нас возвращаться в трактир. Но мать была намерена вернуться и забрать из сундука капитана деньги, которые он был нам должен за жилье и еду. Жители деревни пообещали, что сообщат обо всем доктору Ливси. И на том спасибо. Мы вернулись в трактир. В нем никого не было. На полу лежало тело капитана. «Найди у него ключ от сундука», — сказала мне мать. Я сперва нашел черную метку, на которой было написано: «Даем тебе срок до 10 вечера». Часы пробили 6. Значит, время у нас еще было. Ключ от сундука висел на шее капитана. Мы поднялись в комнату капитана. Мама открыла сундук. Там был новый костюм, всякие матросские штучки, табак, пистолеты, слиток серебра, кружка, часы, компасы, раковины, мешочек с золотыми монетами и какой-то пакет с пачкой бумаг. Когда мама отсчитывала монеты, я вдруг услышал за окном постукивание палки слепого. У меня кровь застыла в жилах. Затем последовал громкий удар в дверь. Через некоторое время слепой ушел. «Мам, бери все и бежим отсюда скорей», — сказал я. «Еще нет и 7 часов», — ответила она, — «и я возьму столько, сколько он был нам должен». Мы услышали за окном свист. «Так, ладно, пора уходить», — сказала мама. Я зачем-то взял с собой тот пакет с бумагами. Мы вышли на улицу. Вдалеке мы слышали чьи-то быстрые шаги. Мама совсем испугалась. Я помог ей спуститься под мост. Из укрытия я увидел людей, человек 7-8. Они вбежали в дом. «Пью, Билли мертвый!» — крикнули из дома тому слепому. «Обыщите его и наверх за сундуком!» — командовал слепой Пью. Через минуту пират высунулся из окна комнаты капитана и сказал, что здесь уже кто-то побывал до них. «Здесь деньги!» — радостно кричали они. «К черту деньги! Бумаги Флинта есть?» «Нет». «Значит, это тот щенок украл. Жаль, что я не выколол ему глаза. Он где-то здесь. Ищите его, парни. Переройте весь дом». Мы слышали, как пираты разносят в щепки наш дом. Затем услышали свист того, кто был на шухере. Значит, сюда скакали люди. Слепой Пью кричал, чтобы пираты продолжали меня искать. «Если вы найдете бумаги Флинта, то станете богаче короля. Ищите!» — кричал Пью. «Я не хочу быть нищим всю жизнь!» Слепой был взбешен. Своей палкой он начал бить пиратов. Тем временем лошади приближались.
и все пираты разбежались, оставив слепого Пью в одиночестве. Он понятия не имел, куда идти. Пошел к деревне, оступился и упал в канаву. Когда поднялся и вернулся на дорогу, лошадь наскочила на него. Пират погиб. Всадники остановились. Я вышел к ним. Это были местные таможенники, которых позвал парнишка из деревни. Маму отвели в деревню, чтобы она могла прийти в себя. А пираты успели сесть на корабль и уплыть. Я вернулся в трактир. Там был полный разгром. Я понял. Теперь мы разорены. Таможенники, которые были со мной, помогли мне добраться до дома доктора Ливси, которому я собирался все рассказать и отдать бумаги Флинта. Доктора не было дома. Его служанка сказала, что он у Сквайра Трелани. Мы поехали к Сквайру. «О, Джим, какими судьбами?» – спросил меня доктор. Таможенник все ему рассказал. «Значит, то, что искали пираты, у тебя, Джим?» – спросил доктор. Я передал ему пакет с бумагами. Первым делом меня накормили. И Сквайр, и доктор, конечно же, слышали ранее о капитане Флинте, кровожадном пирате. Поэтому они представляли, какие у того могли быть сокровища. Доктор вскрыл пакет. Внутри были тетрадь и запечатанный конверт. Это были сплошные бухгалтерские записи, даты, суммы, место. Иногда указывалось название, иногда координаты. Записи велись в течение 20 лет. В них шла речь о доле Билли Бонса в награбленных сокровищах. Затем доктор приступил к конверту. Он аккуратно сломал печати. Внутри была карта какого-то острова с его координатами. Остров имел 9 миль в длину и 5 в ширину. На нем были 2 гавани и холм посередине. Стояли 3 крестика в разных местах. Рядом с одним была подпись: «Главная часть сокровищ здесь». На оборотной стороне карты были разные пояснения, чтобы найти сокровища. Я ничего не понял, но Сквайр и доктор сияли от радости. «Через 10 дней у нас будет лучший корабль и лучшая команда», — сказал Сквайр. «Джим будет юнгой, вы, доктор, доктором, а я адмиралом». «Я согласен», — спокойно ответил доктор Ливси. «Но есть один человек, на которого я не могу положиться». «Кто он? Назовите мне этого негодяя». «Это вы, Трелани, потому что вы не умеете держать язык за зубами. Вокруг рыщут алчные пираты. Никто не должен знать о цели нашей поездки». «Вы правы, Ливси, я буду нем, как могила». На подготовку к плаванию ушло гораздо больше времени, чем обещал Трелани. Все это время я жил в его усадьбе, предвкушая путешествие. Я столько раз смотрел на карту сокровищ, что успел выучить ее наизусть. И вот в начале марта я отправился в город Бристоль, где наконец был готов наш корабль. Перед этим я простился с матерью, которая одна хозяйничала в трактире. Сквайр за свой счет отремонтировал наш дом и нанял для матери помощника, который должен был заменить меня. Наша шхуна называлась «Испаньола». Все в городе знали, что шхуна отправится на поиски сокровищ. Все-таки Трелани проболтался. У него были трудности с поиском команды. Сначала он нашел 6 и больше не мог. А затем вдруг появился один повар, который быстро помог Трелани подобрать всю команду. Повара звали Джоном Сильвером, и у него не было одной ноги. Да. Его парни явно были больше похожи на разбойников, чем на обычных матросов. Капитана нашел Трелани, штурмана Сильвер. Я дышал морским весенним воздухом Бристоля и не мог поверить, что уже завтра отправлюсь в море на поиски сокровищ. Это было чудесно.
После завтрака Сквайр попросил меня отнести записку Сильверу в таверну «Подзорная труба», где он был хозяином. Я быстро нашел таверну и сразу увидел в ней Сильвера. У него не было левой ноги, ходил с костылем. Он был высоким, сильным, веселым. Сначала я подумал, не тот ли он одноногий, которого так остерегался капитан в нашем трактире. Но увидев Сильвера, понял, что не он. Сильвер вообще не был похож на тех пиратов, которых я уже успел увидеть. Я отдал ему записку от Сквайра. «Так ты, значит, наш Юнга?» Сильвер был дружелюбен. И тут я заметил черного пса, того самого, который приходил к капитану в наш трактир. Он побежал к двери. «Держите его!» — крикнул я. «Это пират, черный пес!» «Он не заплатил за мою выпивку!» — поддержал меня Сильвер. «Парни, поймайте его!» Когда парни вернулись, то сказали, что псу удалось скрыться. Сильвер их так ругал, что я реально поверил в его гнев. Затем мы вместе пошли к Сквайру и доктору. Сильвер им рассказал о случае в таверне, и те тоже ему поверили. Наконец мы отправились на Испаньолу. Там кипела работа. Капитан был ворчуном, все его раздражало. Он прямо заявил Сквайру: «Мне здесь многое не нравится. Вся эта экспедиция, матросы и мой помощник». «Может, вам и шхуна не нравится?» — огрызнулся Сквайр. «Может, еще не знаю. Смогу сказать, когда увижу ее в море». Ситуация накалялась. Ее разрядил доктор Ливси. «Капитан, объясните, почему вам не нравится наша экспедиция?» Мне до сих пор так и не сказали о ее цели. Однако оказалось, что даже самый последний матрос на корабле знает о ней больше меня. Это нормально? Нет, конечно, согласился доктор. И какова цель экспедиции, по словам матросов? Мы едем искать сокровища, и я уверен, все это добром не кончится. Ясно. Что насчет команды? Спросил доктор. Они неопытны? Они мне не нравятся. Нужно было мне поручить набор команды. Согласен, сказал доктор. Вышло недоразумение. Господа, со слов матросов я даже знаю координаты вашего острова сокровищ. Это не я разболтал, сразу спалил себя Сквайр. Это или вы, доктор, или Джим. Да уже все равно, ответил доктор. Вы, капитан, опасаетесь бунта, верно? Я лишь хочу, чтобы на корабле было все так, как я считаю правильным. Или я не буду здесь капитаном. Вообще-то я собирался сегодня уволиться, потому что был уверен, что мистер Трелани даже не выслушает меня. Капитан Смоллет ушел. Он понравился доктору, а вот Сквайр его недолюбливал. Когда я без дела ошивался на палубе и капитан накричал на меня, я его возненавидел. Якорь подняли только на рассвете следующего дня. Мы отправились на поиски острова сокровищ. Корабль был хорошим, матросы опытными. Вот только штурман мистер Эрроу оказался слабеньким, и капитан был им недоволен. Матросы штурмана не слушали, а потом еще Эрроу ушел в запой. Толку от него не было никакого, а однажды ночью он исчез с корабля. «Ну и по делам», — сказал капитан. Новым штурманом команда выбрала боцмана Джоба Эндерсона. Теперь о Сильвере. Матросы называли его окороком. Несмотря на то, что он был одноногим, на корабле он стоял как на твердой земле. Притом умудрялся еще и готовить еду. В его камбузе всегда было чисто. Команда его уважала. Да и ко мне он всегда относился дружелюбно. Кстати, у Сильвера был еще попугай. Его звали капитан Флинт. А вот капитан Смоллет не мог нарадоваться кораблем и командой. Все было так, как он и хотел. За сутки до прибытия к острову кое-что произошло.
Вечером после работы я по дороге к своей койке захотел съесть яблоко. Яблоки у нас лежали в большой бочке. Оказалось, что в ней было всего одно яблоко. И чтобы его достать, мне пришлось залезть в бочку. Мне там даже понравилось. Приятный яблочный запах, тишина. Я чуть не заснул. Вдруг кто-то оперся о бочку спиной. Я уже хотел выскочить, как вдруг этот человек заговорил. Я узнал голос Сильвера и решил остаться внутри. Я задыхался от страха и любопытства. С первых же слов я понял, что жизнь всех честных людей на судне в опасности. Сильвер рассказывал парням, как служил у капитана Флинта. Парни, заработанные деньги нужно инвестировать, а не просырать их, как это делал слепой Пью. Он стал нищим, потому что все спустил. А я свои деньги кладу в разные банки, чтобы подозрений не вызывать. Пока мы тут плывем, моя жена уже забрала все деньги из бристольских банков, продала таверну и ждет меня в условленном месте. А не боитесь, что она исчезнет с деньгами? Спросил один из пиратов. Не боюсь. Меня боялся сам Флинт, поэтому жена никуда не денется, когда я вернусь из этой поездки с большим кушем. Сильвер рекламировал пиратство одному из матросов, который не был в его шайке, Дику. И Дик согласился стать пиратом. «Когда мы уже наконец расправимся с ними?» – спросил Сильвера какой-то пират. «Когда я скажу. Капитан Смоллет хороший моряк. Вот пусть и ведет корабль к острову. У Сквайра и доктора карта, но где, я не знаю. Так пусть же они найдут сокровища и погрузят их на корабль. Ну а уже потом придет наше время. И что мы с ними сделаем? Может, высадим на пустынном берегу, может, убьем. Да, убьем. Так будет лучше». Вдруг Сильвер попросил Дика достать ему из бочки яблоко. Я похолодел. А потом Сильвер сказал Дику принести ром. Фух, пронесло. Сильверу сказали, что никто из остальных матросов не соглашается стать пиратом. И вдруг с вахты прозвучал голос: «Земля!». Я слышал, как люди повыбегали из кают. Рядом с бочкой никого уже не было. Я вылез из нее и побежал к доктору Ливси. Все глядели в сторону острова. Затем я тихо сказал доктору, что хочу рассказать ему, капитану и Сквайру, страшные новости. Мы собрались в каюте. Я им все рассказал. Меня слушали внимательно, не перебивая. Когда я кончил, в каюте воцарилась тишина. «Капитан, я признаю себя ослом», — сказал Трелани. «Говорите, что нам делать?» «Я такой же осел, как и вы, Трелани», — ответил капитан. «Я допустил, что меня обманули. Итак, мы продолжаем вести себя так, как и раньше. Мы соберем всех наших и при случае первыми на них нападем. Это даст нам преимущество». Из 26 человек мы могли точно рассчитывать всего на 7, включая меня. Взрослых было 6 против 19. Да, задачка. Друзья, на этом первые 2 части заканчиваются. Если хотите слушать продолжение, смотрите следующий видос.